Весна, красота, кожа сияет. Будем делать вот этот макияж, классный омолаживающий макияж для любого типа кожи, для любого возраста, для зрелого лица. Будет просто в тему к сегодняшним праздникам 8 марта. Поздравляю всех! Привет, мои дорогие! Меня зовут Оксана, и сегодня вместе с вами я сделаю вот этот классный омолаживающий макияж. Макияж подойдет абсолютно всем. Женщина любого возраста, сделав этот макияж, будет иметь очень свежий вид, что очень важно в весеннее время. И давайте приступим к самому макияжу. Убираю я всегда волосы, чтобы не мешали в процессе самого макияжа. Макияж я всегда начинаю с оформления бровей. У меня на бровях татуаж. Мне остается только слегка корректировать форму бровей и закрашивать те участки, те проплешины, которые образовались в процессе долгого времени. Вот сама форма у меня такая, которая меня устраивает, и практически карандашом определяю саму форму и в дальнейшем вот скошенной кисточкой прорисовываю, делаю легкую такую дымку. Что это? Легкую такую дымку, чтобы не было вот прям черных бровей. Делаем очень все легенько, макияж легкий. Акцент будет на оттенке румян, на оттенке теней, которые будут подчеркивать красоту глаз. Да, палетки я буду использовать от Lancome, от Estée Lauder. И, в общем, Estée Lauder и Lancome будет сегодня у нас фаворитом. И, девчонки, сегодня я буду использовать вот такие небесные оттенки. Очень все будет по-весеннему, очень будет свежо, но очень-очень эффектно. Макияж глаз начну с закрашивания межресничного пространства. Делаю карандашом. Карандаш тоже у меня от Estée Lauder. Очень комфортная мягкость карандаша. Слегка отодвигаю верхнее веко и ресничный контур вот так прокрашиваю. Саму стрелочку будем растушевывать, так как макияж сегодняшний легкий, весенний, освежающий, омолаживающий, то никаких четких стрелок делать я не буду. Второй глаз то же самое делаем. Тоже не всегда получается, вернее, не у всех получается прокрашивать межресничку. И это требует, конечно, определенного навыка, но стоит в ежедневном макияже использовать именно вот эту технику, у вас уже рука будет набита и трудности никакой не составит. Стрелочку рисую таким образом по направлению к хвостику брови. И вот не бойтесь, что она получится толстой и как бы неаккуратной. Мы ее все равно будем растушевывать, все равно она будет форму придавать самому глазу, но не будет вот четкой такой. Второй глаз то же самое делаем. Я когда хочу сделать тонкую, аккуратную, такую графичную стрелочку, я делаю стрелки такие фломастером тонким. Если хочется растушевки, чтобы не было вот четкой стрелочки, в этом случае, конечно, очень хорошо подходят вот такие не твердые карандаши, которые хорошо растушевываются. Растушевывать я люблю именно кисточкой, которая более плотная, тоже скошенная. И вот таким образом растушуем, чтобы это все не имело четкого контура, а имело лишь вот такую легкую направленность. Сам карандаш при растушевке, он не совсем черный у меня, а слегка серым таким графичным оттенком. И поэтому сама стрелка при растушевке приобретает очень такой интересный, красивый цвет. Она не четко черная, а слегка такая серая. Цвет очень приятный. И если вы
хотите сделать вот легкий такой макияж именно и хотите стрелочки растушевывать, то лучше всего в этом макияже брать именно карандаши не прям черные, а с каким-то интересным оттенком. Так, будем сам контур поверх верхнего века вот этим темным графично-синим оттенком теней прорисовывать. Можно этой же кисточкой, я возьму эту же кисточку и вот такой вот самый темный из этой палетки беру теней и, в общем, по самому краю, поверх определяю. Вместо самой стрелочки тоже слегка даю вот этот намек и оттенок. Вот сам карандаш растушеванный плавно будет переходить вот в такой темно-синий глубокий цвет, который мы тоже растушуем, так что все будет просто супер. Цвет глаз сразу приобрел очень глубокий оттенок. У меня оттенок глаз очень так чувствительно относится к оформлению. То есть, если я наношу зеленые тени, соответственно, цвет глаз приобретается зеленый. Если синий, значит синий. Так, поверх будем наносить вот такой небесный, очень светлый оттенок. Именно на центральную вот эту часть будем наносить очень светлый оттенок. И, конечно, обязательно будем скульптурировать саму вот эту вот косточку. В этой же палетке есть тоже классный оттенок, вот такой вот серо, такой землистого цвета, который идеально для этой цели подойдет. Я стараюсь, конечно, если делаю какой-то макияж, и если вот одна палетка отвечает всем моим требованиям, то это просто здорово. Этот глаз то же самое проделываем. И теперь саму косточку определяем. Очень хорошо, что в этой палетке есть именно оттенок, который нейтральный, который без шиммера, который приближен к оттенку кожи, но очень хорошо будет затемнять. Я всегда в момент, когда делаю макияж, имею с собой чистую салфетку для того, чтобы убирать излишки продукта, для того, чтобы очищать кисти. Кистей, конечно же, много, всеми я не пользуюсь, но те кисти, которые прям вот в ходу, все-таки требуют в процессе нанесения макияжа очистки. Так, теперь наносим именно вот этот оттенок на косточку. Макияж быстрый, как вы видите. Практически тени уже нанесла я. И вот ту легкость, которую дает именно вот оформление вот этой косточки, это классно. Так, на внутреннюю часть глаза будем наносить шиммерный оттенок. Я в этом смысле беру вот хайлайтер. И немножко, просто для того, чтобы глаз заиграл, для того, чтобы появилось сияние. Я не согласна с тем, что некоторые визажисты говорят о том, что зрелый возраст диктует тот момент, что нельзя пользоваться ни в коем случае никакими хайлайтерами, никаких блесток на глаза. Я, в общем-то, вижу из своего опыта, что именно вот тот очень деликатный и очень такое аккуратное нанесение все-таки цвет глазу дает вот это вот само сияние. Берем теперь вот такую плотную кисточку широкую и оттенки все эти хорошо смешиваем. Вот что у нас получилось практически. Так, теперь нам нужно линию брови подчеркнуть. Это делаем из этой же палетки. Берем самый светлый, белый. Вот эту линию под бровью нужно подчеркивать, конечно, оттенком не шиммерным, матовым. И так чуть-чуть слегка подчеркнем. Что касается нижнего века, я всегда делаю подводку нижнего века именно тенями. То же самое беру. Так, где у меня кисточку и оттенком, который я проводила практически под косточкой,
То же самое сделаем подводку. Да, кстати, можно сделать и вот таким оттенком темным. Девчонки, напишите, как вы считаете, темная подводка на нижнем веке выигрышно выглядит, либо нет. Я не очень люблю прям четкую подводку. Сегодня будем делать такой легкий макияж. Но вы напишите, как вы считаете. Буквально несколько таких движений, чтобы просто определить глаза, чтобы глазки раскрылись, чтобы не было вот таких четких линий никаких. Макияж очень легкий, очень быстрый. Вот так. Остается только реснички. Ресницы буду прокрашивать вот этой тушью. Тушь, не помню как название, компания называется. Обзор делала. Да, девчонки, те продукты, которыми я сегодня пользуюсь, что найду, оставлю ссылки. Можете зайти посмотреть. Тушь я наношу вот такими движениями, горизонтальными, слегка продвигаясь в сторону и вверх. В сторону и вверх. И для того, чтобы сделать легкое подкручивание ресницы, реснички были расправлены все аккуратненько, я делаю вот такой трюк. Слегка пальчиками подзавиваю до момента высыхания. Именно вот в тот момент, как только вы нанесли тушь, можно вот так слегка подзавить реснички. И вот так вот будет эффект накладных ресниц. Ресницы как будто под завивкой. Второй глаз то же самое делаем. Я не наношу в этом макияже сразу тушь на нижнее веко. Даем подсохнуть именно немножко помарка. Уберем ее обязательно. Все помарки, конечно, убирать в завершении самого макияжа нужно, либо в процессе. Вот по этой причине, собственно, я и не наношу сначала тональную основу, потому что в процессе макияжа глаз всегда возникают какие-то такие непредвиденные моменты, поэтому, чтобы не делать одну работу дважды, лучше нанести сначала макияж на глаза. Так, реснички тоже аккуратно прокрашиваем. Только слегка-слегка в этом макияже я прокрашиваю ресницы. Ой, все намазюкала. Намазюкала. В этом макияже буду наносить только на внешний уголок глаз ресничные. Вот это покрытие. Красить буду глазки только вот тут слегка. У меня нижние ресницы длинные, и если я их буду прокрашивать прям вот целиком, то это будет как коровий глаз. То есть ресницы будут у меня не очень хорошо. Все, и приступаем к макияжу лица. Так, лицо у меня очищено, нанесен увлажняющий крем, но для того, чтобы сгладить поверхность кожи, особенно если у вас расширенные поры, все-таки нужно пользоваться праймерами, нужно пользоваться продуктами, которые выравнивают оттенок кожи, выравнивают поверхность кожи. Я беру совсем немножко. Это гелевый такой праймер. Наношу тональные средства на кожу пальчиками. Конечно, если вы делаете макияж в салоне, если визажист делает макияж, то, соответственно, конечно, нужно следить за тем, чтобы кисти были чистые, руки были чистые. Это не всегда удобно проследить. В общем, в домашних условиях я наношу всегда именно пальчиками. Это ровно, это тепленько, это продукт хорошо разогретый, хорошо подготовленный. Так, тональную основу беру идеально подходящую под оттенок кожи. Если в летнее время макияж делаете, то, конечно же, нужно смотреть на то, есть ли P-фактор. Да, сейчас весеннее время, и как раз самое время на это обратить внимание. Вот так я растираю, и по кожным линиям делаю равномерное нанесение тона. И затем распределяю. Все аккуратненько это распределим. По кожным линиям особое внимание обращайте, конечно, на то, как вы равномерно и
аккуратно нанесли именно тональную основу на фронтальные зоны, на крылья носа и на те участки, которые нужно слегка замаскировать. Так, все вот это мы нанесли. Хорошее увлажнение у меня на сегодняшний день. Я пользуюсь увлажняющим кремом, который я уже обзор показывала. И вот это вот эффект лоска, эффект увлажненности очень долго держится. Так, вот нанесли. Все, что касается кожи под глазами, можно, конечно, убрать неровность, можно убрать синячки. И это буду я делать вот таким праймером. И несколько точек буквально для того, чтобы взгляд был свежий. И я стараюсь пользоваться, скажем, праймерами более светлого оттенка. Это эффект высветления глаз. Если у вас глубоко посаженные глаза, то это первое необходимое средство, чтобы ваши глаза не были темными, чтобы вот эти вот круги не скрывали красоту ваших глаз. Поэтому, если глубоко посаженные глаза, то тем более обязательно нужно пользоваться каким-то высветляющим продуктом под глазками. Так, приступаем теперь к скульптурированию лица. Я всегда делаю скульптурирование лица, каким бы макияж ни был. Единственный момент, что сегодня в легком макияже я буду использовать очень легкий оттенок румян. Румяна шиммерные. Так, это от Lancome. Очень красивый оттенок, он не прям вот поросячий розовый, да, посмотрите, как шиммер сверкает, очень хороший оттенок, именно холодный розовый, и вот такой вот легкий шиммер здорово смотрится, здорово освежает. В качестве скульптурирования, затемнения буду использовать вот такой бронзатор от Maybelline, вот такой бронзатор. Только вот чуть-чуть для того, чтобы придать вот эту идеальную форму, чтобы скулы выделить. Обязательно пользуюсь. Излишки, как правило, убираем для того, чтобы не было перебора, да. Лучше не докрасить, чем перекрасить. Вот такими движениями очень хорошо распределять нужно обязательно, чтобы не было именно вот этой вот полосочки. И хорошо растушевываем. Не забываем область под скулами. Скульптурируем и этот участок. Не увлекаемся, потому что я, кстати, несколько раз видела такой момент. Ну, это вот, обратите просто внимание, у Пугачевой, да, такой есть грешок, да, что когда у нее был обвисший подбородок, вот эта часть прям вот видно, здесь белая, здесь прям явно темная. Но сейчас, конечно, такого уже не допускается, и мы не будем, да, делать такой ошибки. И наносим румяна. Наношу вот круглой кисточкой. Убираем излишки. На само яблочко, на вот этот вот участок наносим румяна. Не заходим вот на эту часть. Когда будем наносить пудру финишную, когда будем закреплять, вот тогда все это выровняется. И вот такого перехода не будет явного. Очень нравятся мне вот эти румяна, они такие прям нежные, но очень такой свежий оттенок дает. Не забываем про носик, не забываем про вот эти вот участки. Конечно, обязательно нужно хайлайтер, да, вот тот хайлайтер, который я использовала на внутреннюю часть глаз, будем использовать и для вот этой части, и на скулу немножко нанесем, для того, чтобы освежить, чтобы все было свеженько. Чуть-чуть. Хайлайтер с розовым подтоном, по-моему, тоже от Maybelline. Не помню, какая компания, но очень тоже хороший
оттенок и хорошо отдает цвет не прям белый-белый, а с натуральным каким-то оттенком кожи. И немножко выделим вот эту вот часть скулы. Тоже немножко хайлайтера добавим. Это дает свежесть, это подчеркивает контур лица, и вот само скульптурирование такое уже законченное будет у нас. Конечно, не забываем наносить хайлайтер в качестве контура для губ. Немножко. Чуть-чуть. Так, следующее, что будем делать, это закреплять, конечно, нужно наш макияж. Будем закреплять макияж вот такой рисовой рассыпчатой пудрой, толстая кисточка. Я делаю так, я высыпаю нужное количество вот в крышечку и практически только легким вот таким флюидом наношу именно этот момент, когда я говорила, что будем вот это все выравнивать. Посмотрите, все выглядит довольно-таки свежо. Эффект такого макияжа нет, хотя мы все по полной программе сделали. Мы сделали и макияж глаз, мы сделали и полное скульптурирование. И приступаем к оформлению губ. Конечно, перед тем, как наносить губную помаду, я всегда наношу бальзамчик легкий, который ухаживает, который сделает губы мягкими. И легкий естественный оттенок губам тоже придаст. Да, вот этот бальзам, девчонки, я заказывала уже, по-моему, третий бальзамчик. Ссылку оставлю, можете зайти посмотреть. Но все равно нужно обязательно добавить какого-то цвета, как бы там не был вот этот бальзам натуральный. Но в летнее время это отличный вариант, если ваши губы сохнут, если вы долгое время находитесь под солнцем. Так, как он называется? Ланбена. Да, обзор я тоже на него уже делала, ссылку оставлю. И макияж губ будем делать тоже свеженьким. Конечно, можно все оставить и вот так, но мы же делаем макияж праздничный. На 8 марта мы должны выглядеть очень не только свежо, но и эффектно. Добавим вот такую помаду. Оттенок для зимнего времени года очень такой будет странный, как бы, да, кораллово-розовый. К этому макияжу будет идеально подходить. И, девчонки, я вам сейчас тоже один трюк расскажу. Поделюсь своим секретом, лайфхаком, как его называют. Я наношу просто помаду. Такой оттенок, свеженький, все хорошо, все замечательно. Но для того, чтобы форма губ была более объемной, более припухлой, я делаю вот такую вот вещь. Простой карандаш. Затемняю простым карандашом нижнюю часть губы. Не делаю полный контур, только слегка-слегка затемняю именно вот эту нижнюю часть. И карандашом я не нажимаю сильно. И следующий трюк, я именно прокрашиваю этим карандашом уголки внешних губ. И вот посмотрите, что происходит. И как видите, я не делаю четкий контур именно вот с самой вот этой вот впадины, да, я не делаю контур полностью губ, я только подчеркиваю естественную красоту губ. И такое впечатление, что губы естественным образом выглядят, что они не каким образом не без подводки, да, я практически не использовала подводку, а слегка только проскульптурировала саму форму губ. Так, вот этот макияж готов.
Весенний макияж освежающий, отлично подходит для возрастного лица, мне больше 50 лет, и вы сами могли увидеть, как он освежает. И пишите, пожалуйста, свои впечатления, понравился ли вам этот макияж, делали вы ли что-то подобное, и, возможно, какие-то мои трюки, какие-то мои секреты вам тоже пригодились. Пожалуйста, напишите, мне будет очень приятно. Я надеюсь, что вы с пользой и удовольствием, как всегда, провели вместе со мной время. А с вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.